Все началось, когда мне было 6 лет. Я учился в школе. Была середина урока чтения, и мне ужасно захотелось в туалет. На самом деле, в этом возрасте некоторые дети еще продолжают ходить под себя. И я боялся так опозориться на людях. И я поднял руку и сказал, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен сходить на перемене, она дала ключ к туалету. Была середина 5-го урока. В коридоре были все пусты, и для меня выглядели как пещеры. Я тогда был еще очень маленький. У меня были проблемы с открыванием дверей, так что я минуты 2 проторчал, пытаясь открыть эту дверь. Когда я сел на фарфоровый трон, то услышал стук в дверь. «Занято!» – недовольным голосом ответил я. Пауза. Потом стук возобновился. Он стал более решительней. «Да подожди ты!» Стук замедлился, и голос ответил: «Впусти меня, мне нужно войти внутрь». Тон говорящего был тонким и пронзительным. Говорил незнакомый мне взрослый. Пусть мне и было 6 лет, но я имел неплохое представление о правилах посещения туалета. В месте, в котором чуть больше шкафа, не должно быть 2 людей одновременно. «Уходи!» Стук вновь усилился, превратившись в неистовый барабанный ритм. Я слышал все более и более отчаянные крики. «Впусти меня! Просто открой дверь, пожалуйста!» Тогда я испугался. Стуки и крики были очень громкими, но никто не приходил спасти меня. В конце концов, мой учитель пришел в ярость, потому что прошло почти полчаса. Когда я отказался открывать дверь, он вынул запасной ключ, открыл дверь, отвел меня к директору и вызвал родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Через несколько недель я вновь столкнулся с таким же явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день. Мы установили все на заднем дворе, но уголь отказывался гореть. Отец попросил меня пойти и взять зажигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри сарая было довольно тесно, и я не совсем туда помещался, так что я просто открыл дверь, встал на цыпочки, чтобы достать до цели, а потом закрыл дверь. Стоило мне отвернуться, как изнутри раздался неистовый стук. «Открой, мне нужно пройти!» Это был уже другой голос, более грубый, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что происходит, но был напуган. Тогда кулак опять ударил в дерево, и я вновь услышал голос: «Маленький ублюдок, я тебе зубы повырываю, выпусти меня!» Я побежал обратно на праздник. Остаток дня постоянно оглядывался через плечо. Как вы уже наверняка догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц. Все умоляли открыть дверь. В основном это случалось сразу после ее закрытия, как будто эти странные существа следовали за мной. Я никогда никому ничего не говорил. И, честно говоря, просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать. Некоторые даже смущали. Но я знал, что если я не открою дверь, то буду в безопасности. К некоторым голосам я привык настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и можно было разглядеть силуэт мужчины среднего роста в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустыми бумагами. Я звал его почтальоном. Это был одним из самых жутких. Если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх, а потом начинало стучать. Я вообще решил не обращать на него внимания. Прошло 20 лет. Я сохранил в себе столько нормальности, сколько возможно в таких условиях. У меня было много друзей.
и даже кое-какие отношения с девушкой. Неплохо для парня, который просыпается в середине ночи и внимательно слушает, не стучаться ли в дверь. Да, мои друзья считали меня странным, но мирились с этим. Но потом вещи начали становиться странными, ну точнее, еще более странными, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в слезах и в холодном поту. Сам не знаю почему. Насколько я помню, до пробуждения я спал спокойно, без кошмаров. Буквально сразу после того, как я открыл глаза, ко мне в спальню постучались, но не так, как обычно. Это был поистине безумный стук. «Кто там?» – закричал я. «Пожалуйста, помоги нам», – ответил некто. Я удивился. Это был тот самый голос, что на моем дне рождения. Но сейчас он казался по-настоящему искренним. В голосе чувствовалась боль, словно говорящий был тяжело ранен. И я хотел встать, но колебался. Меня никогда раньше не искушали таким образом. Честно говоря, я в то утро был очень близок к открытию двери, но в итоге удержался от этого шага. Через 2 дня я зашел в местный магазинчик. Я только заплатил за бутылку молока и газету, когда кто-то сильно ударился о дверь. Одновременно послышался длинный, плачущий визг боли. Я повернулся к двери, но на стекле было расклеено столько рекламных бумажек, что я разглядел лишь силуэт женщины, стучавшей по стеклу ладонями. Продавец смотрел на меня, как на сумасшедшего. В конце концов, я спросил, есть ли у него туалетная комната, и спрятался там 10 минут, пока крик не прекратился. Так повторялось еще 4 раза. Я слышал смесь криков и слезных призывов. А вчера приходил почтальон. Сначала он вежливо постучал, а потом просунул конверт в ящик. Потом еще и еще. В общей сложности 10 коричневых конвертов. Почтальон подождал несколько минут, пару раз постучал, потом оставил меня в покое. Ночью кто-то яростно стучался в мои двери в спальне. На этот раз не было ни крика, ни воя, просто плач. Десятки голосов тихо всхлипывали. Еще один удар в дверь, штукатурка посыпалась со стен на ковер. До сих пор не было слышно ни одного слова. За дверью лишь плакали. Бам! Я вскочил со стула. Бам! В углу двери появилась паутина из трещин. Мой телефон зазвонил, и я услышал стук в оконное стекло. Я снял трубку, и на том конце услышал еще больше плачущих голосов, даже не рыдающих. Это больше походило на рев ужаса и тоски. Я повесил трубку, но звонок продолжался, так что я отключил телефон. Почти всю свою мебель я подтолкнул к двери и окну, так что прошло часа 3. Я был абсолютно уверен, что моя дверь долго не протянет. Что касается моей недобаррикады, ее можно разбросать за пару минут. Я впервые столкнулся с реальной возможностью смерти. Бам. Чего они хотят? Бам. Возможно, они хотят причинить мне боль? Бам. Раньше они казались страшными, несущими угрозу. Бам. Зачем они это делают? Бам. Может быть, стоит и открыть? Бам. Может быть, стоит впустить их? И вдруг наступила тишина. Даже плач прекратился. Я сидел не шевелясь в течение минуты. Потом встал и поспешил к двери, чтобы выйти на улицу и убежать подальше от этой комнаты и проклятого стука. Разобрав баррикаду, я повернул ручку. Заперто. Отпустившись на колени, я заглянул в замочную скважину. За моей спальней не было привычного коридора. Там была другая комната, какая-то библиотека или учебный класс. Там никого не было, кроме ребенка, который сидел ко мне спиной и читал. Я постучал в дверь. Он удивленно оглянулся. «Да, я здесь», – громче сказал я. «Можешь открыть мне эту дверь, пожалуйста?» «Я не могу, я наказан. Мне нельзя ни с кем говорить. Уходи». Он отвернулся от меня. Поставленный в тупик и раздраженный, я начал вставать. Громкий стук еще раз нарушил тишину. Звучало так, будто бы что-то тяжелое ударилось о стекло. Мое окно. Это была даже не попытка прорваться внутрь. Кто бы ни был за занавеской и стеклом,
Оно знало, что я внутри. Оно знало, что я напуган. И оно хотело, чтобы я боялся. Я побежал к двери и начал отчаянно бить по ней кулаками. «Эй, впусти меня! Мне правда нужно, чтобы ты открыл дверь!»